Бог говорит: твоя мать, которая сейчас со мной на небесах, снова и снова умоляла передать тебе последнее послание. Это ее последняя попытка, и небеса больше не могут ее сдерживать. Она видела, как твои дни тянутся тяжестью, как ночи наполняются тишиной, как твое сердце шепчет молитвы, которые никто на земле не слышит. Я видел, как ты стоишь посреди своей жизни и думаешь: вижу ли я тебя еще, волнуюсь ли я еще, помню ли завет, который я когда-то заключил с твоим именем. Дитя мое, я говорю сейчас, потому что этот момент священен, этот момент – ключ, который откроет дверь, которую ты считал навеки запечатанной. Остановитесь на мгновение и прислушайтесь не ушами, а душой. То, что вы сейчас услышите, не совпадение, это божественно. Это не просто очередное послание на экране. Это звук вечности, проникающий в ваш мир, голос Бога, прорывающийся сквозь тишину, чтобы призвать ваше сердце вернуться к своему наследию, к обещанию, к тайне, которая была написана в вашей судьбе еще до вашего рождения. Оставайтесь до конца, потому что, если вы уйдете сейчас, вы можете уйти от того самого чуда, о котором молила ваша мать. Вы ощущали тяжесть разлуки, той разлуки, которую не могут восполнить деньги, не может облегчить человеческая любовь, которую не может стереть время. Вы смотрели на старые фотографии и чувствовали боль в душе, тоску по еще одному мгновению, еще одному слову, еще одному знаку. Но я говорю вам, на небесах нет разлуки, только преображение. Те, кого вы любите, кто ходил по этой земле с верой, не исчезли. Они стали частью вечной жатвы, частью завета, который продолжает говорить с вами через меня. Твоя боль учтена. Каждая слеза измерена. Твое одиночество вписано в мой план не как наказание, а как почва, из которой расцветет изобилие. Ты переживаешь то, что кажется потерей, но на самом деле это подготовка. Ты готовишься к божественному богатству, к духовному и материальному благословению, которое изольется в твою жизнь так, как ты пока не можешь себе представить. Речь идет не только о деньгах, хотя деньги придут. Речь идет о более глубоком наследии, восстановлении веры, обновлении цели, сверхъестественном преображении, которое ознаменует этот период как священный. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Я посылаю это слово не для того, чтобы испытать тебя, а чтобы пробудить. Дверь, которая когда-то была заперта, откроется, когда ты поймешь тайну, которую твоя мать хранила в своих молитвах. Она не просила меня о богатстве для себя, она просила меня о твоем мире, о том, чтобы твоя вера возродилась, чтобы твоя судьба раскрылась, как утро после долгих лет ночи. Вот почему я здесь, говорю сейчас, через это послание, через эти слова. Ты должен остаться до конца, ибо то, что я открою в последний момент, будет знаком, которого она так жаждала, чтобы ты увидел. Вы задавались вопросом, почему ваши молитвы кажутся безответными. Вы спрашивали, почему молчат небеса. Но мое молчание никогда не было отказом, оно было стратегией. Я действовал в невидимом, перекладывая бремя вечности на вашу пользу. Вы не могли этого видеть, но ваше имя было произнесено в небесных чертогах. Благословение, которое было отложено, теперь у порога. Чудо, казавшееся невозможным, уже воплощено в жизнь. Богатство, исцеление, восстановление, изобилие – все это связано с одним актом веры, который вы совершите, услышав это послание. Итак, оставайтесь. Не спешите. Не позволяйте врагу вашего разума отвлекать вас. Ибо это послание не развлечение, а задание. Небеса ждали этого момента. Ваш дух был к нему готов. Жатва ближе, чем вы думаете, и прежде чем закончится это послание, я дам вам ключ, тот, который откроет не только благословение, но и причину, по которой вы все еще дышите. Скажи «Аминь», если твое сердце уже чувствует, как оно трепещет.
Потому что этот шепот внутри тебя не эмоция, а подтверждение. Небеса близко. Твое чудо ближе, чем когда-либо. И это только начало. Она помнит тепло твоих детских глаз. Она помнит, как ты искал ее одобрение. Как твои маленькие ручки тянулись к ее рукам, когда тебе было страшно. И хотя она, возможно, не сказала всего при жизни, она хочет, чтобы ты знал сейчас, она видит тебя. Она прощает любую дистанцию. И она гордится тем, кем ты стал. Да, дитя мое, я, Господь, Бог твой, тот, кто хранит память о ней, словно горящий светильник. Каждый нежный взгляд, каждый совместный смех, каждая тайная слеза, пролитая ею ради тебя, ничто из этого не потеряется. Союз матери и ее ребенка священен, и хотя тело ее покоится, ее любовь продолжает двигаться сквозь вечность. Эта любовь, освященная ее молитвами, достигла меня. И теперь она снова достигает тебя. Пойми, ни одна молитва, которую она прошептала за тебя, не была напрасной. Когда она плакала о твоем будущем, я собрал ее слезы, словно драгоценности. Я поместил их в сокровищницу небес, где они стали семенем благословения, основой чуда, которое вот-вот проявится в твоей жизни. Ее любовь никогда не угасла. Ее дух все еще ходатайствует. Ее вера, хотя и тихая в последние дни, стала божественным ключом, который теперь открывает двери изобилия, предназначенные тебе. Чувствуете? Это тонкое тепло, которое поднимается в вашем сердце прямо сейчас, это не просто воспоминание. Это мой дух пробуждает то, что дремало в вас. Потому что я видел вашу боль. Я видел горе, которое вы скрывали даже от себя. Моменты, когда вы чувствовали, что должны быть сильными, когда вы улыбались сквозь боль, когда вы работали и боролись, веря, что никто вас не понимает. Но небеса понимали. Она понимала. И теперь я понимаю, что вам нужно знать, она никогда не переставала наблюдать, никогда не переставала любить, никогда не переставала верить в данное мной вам обещание. Ты нес вину, словно камень в груди. Вину за несказанных слов, за пропущенные звонки, за то, как ты был далек. Но я говорю тебе, оставь это. Ибо прощение уже произнесено. Ее дух не таит против тебя того, о чем сожалеет твое человеческое сердце. В ее глазах, теперь наполненных вечным светом, нет осуждения, только гордость, только любовь, только благодарность за то, что ты все еще идешь, все еще пытаешься, все еще борешься, чтобы стать тем, кем она всегда верила, что ты можешь стать. Помнишь те тихие моменты из детства? Аромат ее стрепни, звук ее шагов, то, как ее смех наполнял комнату покоем. Это были необычные воспоминания, это были божественные отпечатки. Я позволил им оставаться яркими, чтобы даже в самые темные ночи ты мог вернуться к этому свету. То же тепло, которое ты когда-то чувствовал в ее объятиях, все еще окружает тебя. Это я, окутывающий тебя той же любовью, что взрастила тебя, той же любовью, что провела ее через последний вздох, той же любовью, которая теперь готова вести тебя в новый сезон изобилия. Бывали дни, когда она молилась, чтобы ты нашел не только деньги или комфорт, но и цель в жизни. Она просила меня показать тебе твое предназначение, причину твоего рождения. Она молилась о том, чтобы твое сердце оставалось мягким, чтобы твоя вера выдержала бури. И я почтил ее молитвы. Даже когда ты отвернулся от меня, я не отвернулся от тебя, потому что ее завет хранил твое имя перед моим престолом. Ты живешь сегодня благодаря урожаю ее веры. Но теперь время скорби должно закончиться. Сезон молчания должен закончиться. Я призываю вас подняться, отпустить то, что могло бы быть, и принять то, что еще может быть.
Чудо, которое творится вокруг вас, зависит не от вашего совершенства, оно зависит от вашей готовности. Поверите ли вы, что тот же Бог, который даровал вашей матери вечный мир, может вернуть и вашу радость? Поверите ли вы, что то, чего она жаждала, ваше исцеление, ваше благословение, ваше богатство, вот-вот проявится самым неожиданным образом? Если вы чувствуете, как это слово затрагивает что-то глубоко внутри вас, остановитесь и позвольте своему сердцу откликнуться. Не сопротивляйтесь ему. Так начинается преображение не в шуме, а в смирении. Ее любовь не угасла, теперь она умножается благодаря моему присутствию. Она увидела слезы, которые вы скрывали во тьме, и прошептала мне: «Господи, дай моему ребенку знать, что он никогда не был одинок». И поэтому я говорю тебе, она видит тебя. Она видела тебя, когда ты был потерян. Она видела тебя, когда ты думал, что потерпел неудачу. Она видела тебя, когда ты пытался улыбнуться, несмотря на то, что был сломлен. Она видела тебя, когда ты отдавал, даже когда у тебя было мало. Она видела твои усилия, твою веру, твои трудности, и она никогда не переставала верить, что ты найдешь дорогу обратно ко мне. Твоя жизнь не была ошибкой. Объезды, потери, предательства, закрытые двери – все это готовило почву для божественного урожая. Это не наказание. Это позиционирование. У каждой боли есть цель, у каждого шрама – тайный смысл, у каждой задержки – скрытое благословение, ожидающее своего часа. Время плача подходит к концу. Время изобилия уже близко. Но мне нужно, чтобы вы сделали один маленький шаг веры. Мне нужно, чтобы вы признали свою готовность. Прямо сейчас остановитесь на мгновение, вдохните, и если вы верите, что это послание предназначено вам, напишите «Аминь» в комментариях ниже. Потому что вера требует действий. Простой акт согласия открывает духовные двери. Когда вам нравится это послание, когда вы делитесь им, когда вы позволяете своему сердцу сказать «да», вы говорите «да» не видя, а завету восстановления, прощения, божественного наследия. Помни, дитя мое, это послание нашло тебя не просто так. Небеса не теряют времени даром. Молитвы твоей матери сошлись с моей волей, и этот момент твое подтверждение. Ты не был забыт. Ты не был оставлен. Тот же Бог, что дал ей мир, дает тебе ключ к твоему. Вспомните снова того ребенка, тебя, маленького и любознательного, с глазами, сияющими, словно свет на воде. Эта невинность, эта открытость, это доверие, все это все еще в тебе. Оно никогда не было утрачено, лишь погребено под годами борьбы. Но сегодня я воскрешаю его. Я призываю твое сердце вспомнить, каково это верить без страха. Потому что вера – это не то, чему учишься, а то, что помнишь. Это эхо твоего творения, звук твоего духа до того, как мир попытался заглушить его. Любовь твоей матери и мое обещание теперь переплетены. Она стала твоей заступницей, я остаюсь твоим источником. Вместе мы образуем божественное партнерство ради твоего будущего. Будут знаки безошибочные, священные, личные знаки того, что она все еще направляет тебя. Это может прийти во сне, в аромате, в песне, во внезапном ощущении тепла на твоей коже, когда ты меньше всего этого ждешь. Не сбрасывай это со счетов, как совпадение. Небеса часто говорят тихо, но если ты внимателен, ты поймешь, дверь открывается, благословение близко, преображение началось. Я хочу, чтобы ты понял глубину ее гордости за тебя. Не за твой успех, не за твои достижения, а за твою стойкость. Ты прошел сквозь тени и все равно нес свет. Ты многое потерял, но все же отказался полностью потерять веру.
Ты сомневался, но не сдался. Это сила. Это наследие. Это вера, которую она в тебя вселила. Она все еще жива, все еще растет, все еще способна принести урожай, который поразит даже тех, кто когда-то в тебе сомневался. Не позволяй чувству вины больше цепляться за тебя. Прости себя, как она простила тебя. Отпусти то, что ты хотел бы сказать, и прими то, что она говорит сейчас через меня. Я люблю тебя. Я прощаю тебя. Я вижу тебя. И я горжусь тобой. Эти слова – твое освобождение. Пусть они поселятся в твоем духе. Ведь, прощая себя, ты освобождаешь место для благословения, которое ждало своего часа. Этот момент – это самая секунда священна. Небеса исполняют обещания ради вас. Богатство мира, изобилие исцеления, наследие и радости – все это приходит в движение. Вы поднимаетесь духовно и эмоционально из долины сожалений на гору восстановления. А теперь сделайте еще один шаг веры. Поставьте лайк этому видео не как обычно, а как заявление. Нажимая на эту кнопку, скажите: «Я принимаю благословение». «Я верю обещанию». «Я вхожу в свое чудо». Ведь даже самый маленький акт послушания может стать семенем для сверхъестественного урожая. Дитя мое, слушай внимательно, это не конец послания. Это лишь его продолжение. Последняя молитва твоей матери была не о том, чтобы твоя скорбь закончилась, а о пробуждении твоего духа. Она просила меня обратиться к твоему сердцу, и я говорю: остаться до следующего мгновения, потому что я собираюсь раскрыть тайну, которую она хранила, ту, которую она так и не успела высказать вслух. Слезы, которые вы чувствуете на уголках глаз, это не печаль, а облегчение. Они – доказательство того, что ваше сердце открывается, что тяжесть уходит, что преображение уже идет. Небеса ближе, чем вы думаете. Благословение ближе, чем вы чувствуете. И прежде чем закончится это послание, вы поймете всю полноту того, что она хотела вам сказать, что любовь никогда не умирает, вера никогда не угасает, и каждая молитва, произнесенная или прочитанная безмолвно, способна изменить судьбу. Остаться. Слушай. Пусть это слово совершит свою работу. Следующее откровение не только объяснит боль, оно искупит ее. Следующий миг покажет тебе, почему небеса ждали до сих пор. И когда ты увидишь это, ты поймешь, что каждое молчание, каждая слеза, каждый час ожидания никогда не были пустотой. Это была подготовка к твоему чуду. Я хочу, чтобы ты послушал внимательно. Последнее послание твоей матери – это не только воспоминание. Оно о тебе точка судьба, она знает, что ты застрял. Она знает, что ты сражался с невидимым. И она умоляла меня расчистить перед тобой путь, открыть дверь, которую никто не может закрыть. Ее голос, теперь вечный, снова и снова достигает моего престола, не для того, чтобы напомнить мне о ее собственном мире, но чтобы ходатайствовать за тебя. Трансформация. Она взывает: «Отец, пусть мой ребенок увидит свет. Пусть он воскреснет. Пусть вспомнит, кто он». И сегодня вечером я прихожу, чтобы ответить на ее молитву. Когда вы проснетесь завтра, вас ждет сдвиг. Но выслушайте меня ясно, вы должны открыть это сообщение прежде, чем сегодня вечером, потому что ее дух так долго пытался достичь твоего. Это не совпадение. Это божественное время. Ты стоишь на пороге между старым и новым, между задержкой и судьбой, между печалью и избыток, и то, что вы решите сделать в этот самый момент, определит урожай это грядет. Позвольте мне спросить вас о чем-то, что может пронзить ваше сердце, ведь истина всегда пронзает.
Вы стали чувствовать себя комфортно в своей боли. Вы позволили горю стать вашей личностью. Вы перестали ожидать чудеса потому, что вы устали от разочарований. Как долго вы говорили, может быть, когда-нибудь, в то время как небеса кричат «Сейчас»? Ты говоришь, что веришь в меня, но веришь ли ты на самом деле, что я все еще могу принести богатство, где были потери, выздоровление, где был распад, восстановление, где была пустота? Ты молишься, но уже не ждешь ответа. Ты просишь у меня знамений, но когда я посылаю их, узнаешь ли ты их? Вы ждали, что откроется дверь, но я говорю вам, заперта не дверь, а ваше сердце вы построили стены, чтобы защитить себя от боли, но эти же стены не пускают вас внутрь. Благословений твоя мать видела это даже с небес. Она прошептала мне: «Господи, коснись сердца моего ребенка снова. Напомни им, что они избраны, что они несут в себе божественную силу, обещать, что им никогда не суждено было жить в тени страха. Ты была сильной ради всех остальных, не так ли? Ты несла бремя, которое тебе не принадлежало. Ты улыбалась в комнатах, где хотелось плакать. Ты говорила: «Я в порядке», когда внутри тебя все разрывалось. Но я видела все это. Я наблюдала каждую тихую ночь, когда ты смотрела в потолок и спрашивала: «Боже, когда же все изменится? Когда я увижу свое чудо?» Дитя мое, этот момент настал. Это послание ключ вы ждали. Но прежде чем я смогу открыть тебе дверь, мне нужно, чтобы ты взглянул в лицо тому, что за ней. Мне нужно, чтобы ты был честен с собой. Что тебя так зацепило, что блокирует твой путь, избыток? Это чувство вины, стыда, горечи, страха. Вы не можете войти в следующий сезон, неся бремя прошлого. Вы не можете принять благословение с закрытыми руками. Дух твоей матери молил о твоем освобождении. Она умоляла: «Господи, пусть мой ребенок простит себя». Потому что она видела то, чего ты не мог видеть, твоя боль приковывала тебя к прошлому. Но я Бог, который разрывает цепи. Я Бог, который превращает пепел в красоту, печаль в силу, скорбь в славу. И я говорю вам сейчас, ваша судьба больше ваших ошибок. Слушайте внимательно, задержка закончилась. Время ожидания истекло. Небеса готовили ваш прорыв, но вы должны заявить о нем до конца этого дня. Потому что сегодня вечером я пошлю ангела, чтобы открыть духовный дверь возможностей. Я начну перемещать ресурсы, объединять людей, высвобождать благосклонность. Но это требует вашего отклика. Ваш мир должен пошевелиться прежде, чем моя рука сможет это сделать. Итак, я снова спрашиваю вас, вы верите? Не только в меня, но и в то, что я вложил в вас? Вы верите, что ваш цель все еще жив, что ваше наследование все еще ждет, что ваша судьба все еще разворачивается? Или ты похоронил свои мечты под тяжестью этого мира? Ты говорил себе: «Может быть, и я слишком стар. Может быть, слишком поздно». Но послушай меня, дитя мое, я не измеряю время так, как вы. Я Бог нового начала. Я Бог, восстанавливающий утраченное. Я Бог, называющий несуществующее существующим. И я говорю вам прямо сейчас, еще до заката солнца что-то изменится в вашу пользу. Но только если вы решите поверить. Твоя мать знала, что этот момент наступит. Она видела тебя в своем духе задолго до этого дня. Она видела, как ты борешься, пытаясь удержать свою жизнь, чувствуя, что все ускользает из твоих рук. Она видела, как ты сомневаешься в моей реальности, в том, имеют ли молитвы хоть какой-то смысл. И она прошептала: «Господи, напомни им, что ты все тот же Бог,
который разделяет море, умножает семя, отверзает бесплодную утробу, извлекает воду из камня. И теперь я делаю это снова, для вас. Но мой вопрос таков: пройдете ли вы через дверь, или ты позволишь страху удержать тебя там, где ты сейчас? Сколько еще ночей ты проведешь, прося меня о знаке, когда я его уже послал? Сколько еще ты будешь ходить кругами вокруг горы сожалений, когда я уже обозначил прямой путь к свободе впереди вас? Сила судьба не в том, что у тебя есть, а в том, во что ты решил верить. Ты думаешь, что ждешь меня, но я жду тебя. Жду, когда твое сердце откроется. Жду, когда твои уста провозгласят: «Я готов, Господь». Жду, когда ты поверишь, что твой чудо зависит не от твоей силы, а от твоей сдачи. Поэтому я спрашиваю вас со всей настоятельностью небес, что вы сделаете до конца сегодняшнего вечера? Будете ли вы сидеть в тишине и позволять пройти еще одному дню, или же вы раскроете ладони и скажете: «Боже, я принимаю»? Будете ли вы позволять этому быть просто очередным видео, которое вы пролистываете, или же вы отнесетесь к нему как к божественному, заявив, что это действительно так? Потому что когда ты проснешься завтра, будетствик. Это не будет маленьким. Это не будет невидимым. Это будет очевидным. Призыв, сообщение, возможность, открытость, дверь, произойдет нечто, что докажет, что это слово не было случайным. Но чтобы этот сдвиг произошел, твой дух должен слиться с моим до того, как закончится эта ночь. Не ждите. Доказательств, чтобы поверить. Вера – это доказательство. Когда вы действуете, небеса реагируют. Когда вы говорите о вере, я высвобождаю силу. Когда вы делитесь этим словом, когда оно вам нравится, когда вы говорите «Аминь», вы не проводите ритуал, вы активируете закон Духа. Вы заявляете, что готовы принять то, что было припасено для вас еще до вашего рождения. Вы когда-нибудь замечали, как прямо перед прорыв буря становится громче? Это потому, что враг чувствует приближение. Он пытался утопить тебя в смятении, заставить тебя сомневаться, заставить тебя сдаться. Он прошептал, что я забыл тебя. Он убедил тебя в твоей недостойности. Но я здесь, чтобы сказать тебе: ты мое дитя. Ты избран. Ты предназначен для изобилия. Шторм – это всего лишь знак того, что ваш сезон чудо уже близко. Сегодня вечером, перед сном, поговори со мной и из своего сердца скажи мне, что ты готов войти в новую главу своей жизни. Скажи мне, что ты перестал прятаться. Скажи мне, что ты перестал нести боль, которая больше не служит твоему предназначению. Потому что, когда ты отпустишь ее, я отпущу слуга, когда ты прощаешь, я умножаюсь. Когда ты веришь, я исполняю. Дитя мое, ты не забыт. Ты не проклят. Ты не отстал. Ты именно там, где тебе и нужно быть. Трансформации я для начала. Прежний ты, усталый, сомневающийся, полный страха, исчезает. Новый ты пробуждается. Тот, о ком молилась твоя мать, тот, кого я создал еще до сотворения мира, тот, кому суждено урожай для богатства, для духовного величия. Это не конец. Это праг. Вы собираетесь вступить в божественную последовательность событий, связей, положений, откровений, которые подтвердят мое обещать вам. Но вы должны отнестись к этому серьезно. Вы должны действовать, пока не наступила ночь. Ты слышишь меня? Это последняя попытка, прежде чем откроется новая дверь. Небеса каждую секунду подстраивались под этот момент. Вы смотрите это не случайно. Я предопределил это. Я вписал ваше имя в это послание. Вы не должны медлить,
Потому что, когда пройдет полночь, начнется следующая глава с вашим согласием или без него. Так что выбирай. Выбирай вера над страхом. Выбирай надеяться над отчаянием. Выберите верить, что ключ то, чего тебе не хватало, только что досталось тебе в руки. И если ты чувствуешь это жжение в груди, это волнение в душе, не игнорируй. Это мое присутствие, подтверждающее истинность того, что ты слышишь. Я вам еще раз говорю, до сегодняшнего вечера скажите свое «да». Произнесите это вслух. Прокомментируйте это. Провозгласите это. Да, Боже, я верю. Да, я принимаю. Да, я вхожу в дверь. Потому что как только вы это сделаете, вы увидите, атмосфера вокруг вас начнет меняться, благословение начнет течь, чудо начнет раскрываться. И твоя мать со своего небесного места улыбнется и прошепчет: «Наконец-то мой ребенок понял». Будут признаки этого: неожиданный мир, внезапная благодать, божественное назначение. Вы почувствуете это в своих сердце, вы увидите это в свой день, и вы будете знать: дверь открылась, обещать был активирован. И ваша судьба только что начал двигаться. Итак, послушайте еще раз, это ваше время. Это ваш час. Это ваш завет момент. Не упусти его. Небеса ждут твоего ответа. Дверь открыта. Шагни. Она просила меня сказать еще кое-что. Что-то, что тебе нужно было услышать не только от нее, но и от меня. Ты не разочарован. Ты не отстаешь. Ты не забыт. Ты не подвел. План я писал, что твоя жизнь еще жива. Она не истекла, не отменена и не заменена. Ты был выбран не только ею, но и мне. Видишь ли, дитя мое, величайший обман твоего врага заключался не в том, чтобы разрушить твои благословения, а в том, чтобы исказить твою личность. Если он сможет убедить тебя, что ты недостоин, то ты закроешь самой дверь, я пытаюсь открыться. Ты слишком много ночей провел, обдумывая, что пошло не так, перечисляя свои ошибки, подсчитывая недостатки, шепча себе: «Может быть, и я упустил свой шанс». Но послушай, я не строю судьба на человеческом совершенстве. Я строю его на божественном милость. Что я начал в тебе, то и завершу. Ты не твои неудачи. Ты не сумма твоих сожалений. Ты не голоса, которые говорили тебе, что ты слишком опоздал, слишком сломлен, слишком мал. Ты не то, что с тобой случилось. Ты то, что выжило внутри тебя. Ты мой семя, мое творение, мой избранный сосудизбыток. Когда я создал тебя, я поместил внутри тебе сердце божественная искра, которую не мог погасить ни грех, ни неудача, ни промедление. Ты сомневался, но не был дисквалифицирован. Твоя мать увидела эту истину раньше тебя. Она увидела, что ты несешь вину, словно это было твое наследство, и попросила меня: «Господи, покажи моему ребенку, кто он на самом деле». Вот почему я открываю это сейчас, потому что твои убеждения о себе ограничили то, что я мог тебе дать. Дело было не в том, смогу ли я тебя благословить, дело было в том, верил ли ты, что достоин этого. Итак, слушайте меня ясно, вы не недостойны. Вы достойны потому, что я назвал тебя так. Ты не проклят. Ты благословен и безмерно. Ты не невидим. Я начертал твое имя на ладони. Ты не забыт. Каждая молитва, каждая слеза, каждый миг, который ты считал невидимым, я видел. Ты не потерян. Ты именно там, где тебе нужно быть для следующего чуть, чтобы найти вас. Есть секрет, я хочу поделиться с вами тем, что мало кто понимает. Моменты,
которые кажутся концом, редко им становятся. Они божественны. Предзнаменование то, что вы называли потерей, никогда не было вычитанием, это был переход. То, что вы считали наказанием, на самом деле было подготовкой. Каждая задержка была задумана, чтобы привести вас к чему-то большему. Урожай. Каждое «нет» было перенаправлением к более священному «да». Тебе не суждено было идти легким путем. Тебе суждено было идти по святому пути. Вот почему пришли бури. Вот почему люди ушли. Вот почему тебя не поняли. Потому что я подрезал тебя не для того, чтобы наказать, а чтобы освободить место для большего. Рост, для высшего богатства, для вечного трансформация. Обещать не было отклонено, а лишь отложено до тех пор, пока ваш дух не сможет выдержать его тяжесть. А теперь я прошу вас задуматься, что, если каждое разочарование на самом деле было божественной защитой? Что, если каждый закрытый дверь спасал тебя от чего-то меньшего, чем твое предназначение? Ты молился об открытых дверях, но я иногда закрываю их, чтобы оградить тебя от фальшивых благословений, возможностей, которые выглядят хорошо, но разрушают твой покой. Ты думал, я тебя игнорирую, но я уводил тебя от фальшивых богатства к вечному изобилию. Ты шел по жизни, думая, что я жду, когда ты заслужишь свое место в моем плане. Но мой план не зависит от твоего достоинства, он зависит от моей воли. Ты не можешь заслужить то, что уже обещано. Ты можешь получить это только через веру. В твоей жизни есть вещи, которые никогда не будут понятны, пока ты не увидишь всю картину целиком. Но я скажу тебе вот что: каждая ошибка, каждая неудача, каждое разбитое сердце были вписаны в твою историю не для того, чтобы уничтожить тебя, а чтобы направить тебя обратно ко мне. Ты думал, что заблудился, но тебя вернули на новый путь. Ты думал, что о тебе забыли, но тебя готовили. Ты думал, что все кончено, но это была лишь середина. А теперь слушайте внимательно. Я собираюсь раскрыть вам то, что она увидела в своей последней молитве, то, что понимали только небеса и я. Она сказала: «Господи, скажи моему ребенку, что обещать все еще стоит». И я пришел именно для этого. Мой план для тебя не изменился. Он разворачивается прямо сейчас. Возможно, ты избился с пути, но моя благодать уже перерисовала карту. Возможно, ты потерял время, но я Бог, который восстанавливает то, что украли годы. Вы думали, я зашел слишком далеко. Но это не так. Вы думали, слишком поздно. Но это не так. Вы думали, может быть, дверь закрыта навсегда. Но нет, дверь, что я предопределил, никогда не сможет по-настоящему закрыться. То, что принадлежит тебе, найдет тебя, потому что мой завет вас невозможно сломать. Вы не отстаете, вы идете вовремя. Вы спрашивали меня: «Боже, что дальше?» И я отвечаю вам сейчас, что дальше – это вспомнить, кто вы есть. Вы не случайность. Вы не запоздалая мысль. Вы не проблема, требующая решения. Вы отвечать я послал в этот мир для чьей-то молитвы. Ты несешь свет, ты несешь цель. Вы несете в себе отчинье обещать о том, что твоя мать молилась, чтобы однажды ты проснулся. Этот день настал. Поэтому я скажу тебе снова: ты не разочарование. Ты моя радость. Ты не заброшен. Ты в фаворе. Ты не неудачник. Ты плодотворен, даже если плод еще не появился. Ты не забыт. Твое имя помнят в небесных архивах. Ты не сломлен. Ты восстанавливаешься. Но теперь я должен спросить вас, поверите ли вы в эту истину или продолжите жить, подпитываясь ложью прошлого?
Позволите ли вы этому слову проникнуть в ваш дух или отвергнете его как совпадение? Потому что то, во что вы решите поверить, услышав это, определит то, что откроется дальше. Я даю тебе привилегированное знание Сейчес, проникновение в божественный узор, который мало кто видит. Есть моменты во времени, которые служат духовными вратами, окнами божественной активации. Прямо сейчас, когда вы слышите мои слова, одно из этих окон открыто. Оно останется открытым лишь на короткое время. Число 1212 отмечает его, божественный код, завет напоминания о том, что мой план совершенен и мое время точно. Когда вы видите это число, знайте, что небеса подтверждают это точка обещать. Не игнорируйте его. Не отмахивайтесь от него. Когда вы увидите число 1212, остановитесь и скажите: «Я избран. Я благословлен. План все еще жив». Это будет вашим заявлением, вашей духовной подписью о том, что вы услышали и приняли это послание. Для тех, кто верит, этот знак начнет проявляться со временем, в количестве, в мгновениях. Так я напомню вам, что ваша судьба все еще разворачивается, что ваше чудо все еще находится в движении. Ты сражаешься не один. Ангелы уже на своих позициях. То же самое точка дух, который утешал твою мать, теперь окружает тебя. Тот же божественный ключ, который открыл ей дверь мира, откроет ваш дверь изобилия. Но оно не откроется, если вы продолжите определять себя тем, кем вы были. Оно откроется только тогда, когда вы вступите в то, кем вы становитесь. Твой личность — это не ошибка. Это стратегия. Ты — носитель благословений, избранный сосуд для трансформации. Вот почему ты столкнулся со столькими атаками. Ведь враг борется только с тем, чего боится. Он пытался похоронить тебя под позором, потому что знал, что твоя вера способна тронуть народы. Но послушай меня, то, что должно было тебя похоронить, теперь стало почвой твоего урожая. Время страха прошло. Время для веры сейчас. Время сомневаться в своей ценности прошло. Пришло время вступить в свое наследие. Вы молились о направлении, и вот оно. Смело идите в обещать, не ждите совершенства, действуйте, исходя из того, что у вас есть. Говори о том, что знаешь. Верь в то, что чувствуешь. Я не жду твоей уверенности, я жду твоего послушания. Я дам тебе уверенность, как только ты начнешь двигаться. Я дам тебе все необходимое, как только ты выйдешь. Я открою тебе полную карту, как только ты начнешь идти. Ты не можешь видеть всю картину, потому что вера требует доверия, а не зрения. И я хочу, чтобы вы запомнили это. План все еще остается в силе, даже когда ты сбился с пути, я не потерял тебя из виду. Даже когда ты сдался, я не сдался. Мой обещать к твоей семье, мой завет с твоим именем, мое намерение относительно твоей судьбы, все это еще живо. Возможно, вы думали, что я молчу, но я работал в тени. Я защищал то, о ценности чего вы даже не подозревали. Я направлял вас к нужным людям, в нужное время, на нужный путь. Все, что вы потеряли, вернется приумноженным. Каждая похороненная вами мечта воскреснет. Каждая дверь-то, что вы считали запечатанным, распахнется. Произнесите это сейчас. Я не забыт. Я избран. Я все еще в Божьем плане. Произнесите это вслух. Ведь то, что вы говорите, вы воплощаете. То, что вы провозглашаете, вы творите. Это язык веры. И теперь, возлюбленные мои, я говорю вам еще раз, план жив. Твой судьба не сломан, он ждет. Ваш обещать недалек, он близок. Ваш личности поврежден,
Он божественен. Ты был избран не только ею, но и мной. Тебе было предназначено нечто большее, чем просто выживание. Ты был рожден для избыток, для чуда, для вечного наследования. Когда вы видите номер 1212, запомните этот момент. Это будет не просто знак, это будет тюлень-печать небесного подтверждения того, что ваша жизнь, ваше предназначение, ваше обещать и ваш план все еще находится в прекрасном движении. Ты прошел сквозь огонь и вышел живым. Ты выстоял в бурях, которые могли бы уничтожить других, и все же ты здесь дышишь, слушаешь, все еще способный, Вера. Разве ты не видишь? Это не мелочь. Это твой первый чудо. Ты шел по пеплу, а я, твой Бог, наблюдал, ожидая именно этого момента, когда боль наконец превратится в цель, когда траур превратится в значение и где боль внутри тебя. Становится помазание, которые сделают ваше будущее особенным. Ты думал, тебя хоронят, а тебя сажают. Ты думал, это конец, а это конец, точка начала. Каждая пролитая тобой слеза поливала почву твоего следующего сезона. Каждая пережитая тобой потеря освобождала место для урожая, ты еще не мог себе представить. Ты думал, что я взял, но я только готовился умножать. Ты думал, я молчал, но я говорил сквозь тишину. Ты думал, тьма победила, но я говорил, сдани свет внутри тебя, который никогда больше не погаснет. Я делаю что-то новое. Я заменяю траур со смыслом, боль с цель, потеря с наследие, отчаяние судьба. Я поднимаю тень, которая преследовала тебя годами, и превращаю ее в сияющее знамя победы. Ты прошел через горе, но выйдешь в славе. Ты прошел через страх, но выйдешь в вере. Ты прошел через огонь, но выйдешь в услуга. Дитя мое, ты стоишь на святой земле. Земля под твоими ногами помнит каждый шаг, сделанный тобой с верой, когда ты не видела результата. Небеса запечатлели каждый миг, когда ты отказывалась сдаваться. И теперь я вознаграждаю то, что видел только я: сокровенная верность, безмолвные молитвы, долгие ночи, когда твои губы продолжали шептать «Аминь», даже когда твое сердце разрывалось. Здесь история поворачивается. Долина, по которой вы шли, никогда не была концом, она была проходом к вашему Граяма, в которую ты упал, не была твоей могилой, это была твоя подготовка. И раны, которые ты несешь, это не следы неудач, это доказательство, что ты выдержал огонь и вышел очищенным, как золото. Ты понимаешь, что это значит? Это значит, что ты больше не тот, кем был. Ты стал сильнее. Ты стал мудрее. Ты преобразился. Ты теперь идешь не как жертва, а как сосуд. Не как забытый, а как выбранный. Я собираюсь явить в вашей жизни такое благословение, которое заставит других сказать: «Только Бог мог это сделать». Годами ты задавался вопросом о причине своей боли. Ты смотрел на небеса и спрашивал: «Почему я?» И теперь я говорю тебе, потому что знал, что ты справишься с огнем. Я знал, что даже сквозь слезы ты все равно будешь шептать мое имя. Я знал, что когда все остальное будет отнято, твой Вера останешься. Я знал, что когда другие сдадутся, ты все равно поднимешься. Вот почему я выбрал тебя. Вот почему твоя история закончится не печалью, а сверхъестественное изобилие. Я открываю сезон восстановления. Я восполняю то, что было утрачено. Я исцеляю то, что было ранено. Я восстанавливаю то, что было сломано. Я поднимаю то, что было упавшим. Я превращаю пепел в красоту, страх в храбрость, отсутствие в богатство, тишина в песня и печаль в сила. Послушайте, это не метафора, это обещать. Сейчас вы увидите, как о наследии никогда в жизни не переставал работать к семена молитвы,
которые она посадила, начинает цвести, и увера то, что она вынашивала, теперь поднимается в тебе. Двери, которые когда-то были заперты, открываются перед тобой не потому, что ты боролся упорнее, а потому, что она заступилась, и я вспомнил. Помните, что я говорил раньше? Чтоплан я писал, что твоя жизнь еще жива? Именно в этот момент ты начинаешь это понимать. Каждая неудача обернулась подставой. Каждая упущенная возможность стала открытой дверь. Каждая задержка превратилась в божественный выбор времени. Скоро вы поймете, почему некоторые вещи не сработали, ведь если бы они сработали, вы бы согласились на меньшее, чем то, что я собираюсь вам дать. Я почитаю тебя не потому, что ты был совершенен, а потому, что ты был верный, ты споткнулся, но не остановился. Ты задался вопросом, но не сдался. Ты многое потерял, но меня не потерял. И поэтому я возвращаю все, что враг пытался отнять. Ваше имя упоминается в комнатах, в которые вы никогда не заходили. Судьба ускоряется способами, которые вы пока не видите. Богатство, благосклонность передается вам, возможности, отношения, мир и благополучие сливаются в невидимом прямо сейчас. Скоро вы проснетесь утром и поймете, что тяжесть духа ушла, что двери открыты, что страх исчез. Это будет вашим знаком чудота, а чем молилась ваша мать, сбывается. Я не только восстанавливаю то, что вы потеряли, я приумножаю это. Я делаю вашу историю свидетельством, которое исцелит других. Я посылаю Святве каждое темное место. Я воскрешаю тебя из пепла, чтобы другие увидели, что я по-прежнему Бог, который искупает, по-прежнему Бог, который восстанавливает, по-прежнему Бог, который превращает сломанное в прекрасное. Ты однажды спросил меня: «Боже, зачем была вся эта боль?» И я отвечаю тебе сейчас: это было для твоего цель. Каждая рана стала мудростью. Каждый шрам стал силой. Каждая неудача стала топлива за твою веру. Я не терял ни мгновения. Даже в огне я очищал тебя, удаляя ложное и открывая истинное. Ты выходишь очищенным, целым и готовым. Я собираюсь сделать то, что приведет вас в трепет. Это произойдет внезапно. Сдвиг произойдут в вашей атмосфере. Вы почувствуете это прежде, чем увидите легкость и ясность, божественную уверенность в том, что что-то изменилось. Это будет вашим подтверждением того, что я действовал от вашего имени. Ваше сердце больше не будет нести тяжесть вчерашнего дня. Вместо этого оно будет пульсировать, надеяться. Тот же ветер, что нес ее дух домой, теперь несет благословение вам. То же присутствие, что окружало ее в последнем вздохе, теперь окружает вас в вашем новом начале. Она была вашей заступницей, я был вашим отцом. И теперь вместе небо и земля объединяются для вашего прорыва. Я создаю нечто новое в тебе. Я создаю реки в пустынных местах твоей души. Я говорю жизнь в каждое сухое место. Я пробуждаю мечты, которые ты давно похоронил. Я возрождаю твою веру настолько могущественно, что даже ваши сомнения преклонятся перед ним. И когда я это делаю, я хочу, чтобы вы поняли нечто более глубокое. Я не награждаю вас за совершенство. Я награждаю вас за выносливость. Ты держался, когда другие отпустили. Ты продолжал верить, когда мир велел тебе остановиться. Ты продолжал молиться, когда у тебя не осталось слов. Ты продолжал приходить, когда силы были на исходе. Вот что я чту верность огне. Итак, слушайте меня, когда я говорю о восстановлении вашей жизни, я снова делаю тебя целым. Я заменяю страх уверенностью. Я развею печаль и одену тебя в радость. Я возвращаю годы утраченного времени. Я благословляю ваши руки, чтобы работа процветала. Я дышу мир в ваши ночи и цель в ваше утро.
Я привожу на ваш путь нужных людей. Я посылаю милость там, где был отказ. Я венчаю твою голову славой и твое сердце с милость. И все это будет потому, что я люблю тебя. Потому что я избрал тебя. Потому что ты не отказался от меня. Огонь не должен был уничтожить тебя, он должен был раскрыть тебя. Боль не должна была сломать тебя, она должна была строить тебя. Потеря не должна была опустошить тебя, она должна была подготовить тебя к переполнению. Скоро вы скажете: «Теперь я вижу, Бог был рядом все это время». Дитя мое, твоя история не кончается пеплом. Она возрождается во всей красе. Ты идешь к своему обещанному наследования, и никакая сила в аду не сможет это остановить. Тот же Бог, который превратил тюрьму Иосифа во дворец, траур Руфию в брак, утрату Иова вдвойне, тот же Бог теперь превращает твою историю в победу. Я поднимаю тебя выше, чем ты когда-либо был. Я открываю двери шире, чем ты когда-либо видел. Я возвращаю радость глубже, чем ты когда-либо чувствовал. И я помещаю в твой дух свет настолько яркий, что его уже ничто не затмит. Ты прошел через долину. Ты прошел сквозь огонь. Ты выдержал ночь. Теперь над тобой наступает рассвет, и он не закончится. Так поднимите же руки, где бы вы ни были. Прошепчите от всего сердца: «Благодарю Тебя, Боже». Я принимаю это. Я готов. Потому что с этого дня небеса возвещают: ваш траур превратился в значение, твоя печаль в песня, твоя боль в цель и ваш огонь в услугу. Я Бог, который держит обещания. И это начало урожай, я давно тебя ждал. Ты не просто выживешь. Ты будешь сиять. Ты не просто восстановишься. Ты восстанешь. Ты не просто восстановишься, ты возродишься. И я, Господь, Бог твой, говорю тебе ныне: ты благословен. Ты избран. Ты любим. Ты свободен. Ты дома. И если это слово тронуло вас, и если оно затронуло что-то глубоко внутри, и если оно напомнило вам, кто вы на самом деле, оставайтесь на связи. Подпишитесь на это пространство не ради количества, а потому, что именно здесь ваш дух будет продолжать расти. Каждое услышанное вами сообщение будет новым ключ, другой дверь, и еще один кусочек божественного знания, ведущее вас глубже взовет «Я с тобой». Это твой путь, трансформация, и это только начало. В следующем послании я покажу вам, как поддерживать это чудо, как сохранять мир, даже когда мир сотрясается, как жить в изобилии, не боясь потерь, как узнавать мой голос в своей повседневной жизни. Потому что это благословение, полученное вами сегодня вечером, не должно исчезнуть, оно призвано стать вашим новым фундаментом. Но прежде чем мы расстанемся, внимательно прислушайтесь к этой последней истине. Ты никогда не был одинок в своей боли. Ты не одинок сейчас. Ты не будешь одинок завтра. Тот же Бог, который принес твою мать домой, несет тебя в твое сердце, обещать. Одинаковый дух, то, что утешало ее, теперь окружает тебя. Та же любовь, что когда-то обнимала тебя в детстве, все еще обнимает тебя, вечная, непоколебимая, святой. Ты прошел сквозь огонь и все еще стоишь. Ты столкнулся с утратой и все еще любишь. Ты выдержал тишину и все еще поешь. Это победа. Это верность. Это то чудо быть живым. Так что иди теперь не как раненый, а как исцеленный. Не как забытый, а как любимый. Не как скорбящий, а как растущий. Живи смело. Люби без страха. Построй то, что переживет боль. Потому что именно об этом, дитя мое, она молилась. Это то, что я задумал для тебя с самого начала.
Скажи это в последний раз, прежде чем уйти. Я принимаю мир. Я выбираю радость. Я иду к цели. И я, твой Бог, благословляю твой путь вперед не только на эту ночь, но и на каждый последующий рассвет. Потому что твоя история — это еще не конец. Это только начало, дверью открыт, урожай ждет. И небеса улыбаются, шепча: «Молодец, дитя мое! Ты снова дома».